Самая большая мечта Зарины была покататься на вот таком вот трейлере, вместе поехать куда-то на кемпинг. И сегодня вместе с вами поедем. Поэтому не переключайтесь. Если еще не подписан на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. У ребят очень интересная история о том, как они переехали, мотивирующая такая. И вот сейчас хочу вот вам, ребят, задать вопрос. Вот, ну, как так получилось, что вы оказались в самом таком инновационном месте на Земле? И чем вы тут занимаетесь? Вообще вот историю вашего переезда я вкратце слушал. Сегодня специально приехал к вам, чтобы немножко подробнее узнать. Я на самом деле хотел переехать, не шутка, со школы. Когда мы с Леркой начали встречаться в 94 году еще, мой друг уехал. Я его поехал провожать, потому что тогда с Москвы только летали самолеты. Посадил на самолет. Я такой, давай по всяким посольствам ходить. Без шансов. Я понял, окей, надо еще поработать. Стал работать музыкантом. И вот как раз музыкантом попал в американскую игровую компанию. То есть это был 98-й год, 99-й, 2000-й. Вся эта обстановка, компания была в Киеве, но атмосфера компании была как бы совсем не украинская. Шеф постоянно приезжал с Бостона, приезжали какие-то американцы тренировать нас. Мы с шефом даже говорили, что то есть он предлагал варианты поехать в Бостон, поучиться на менеджмент и так далее. К сожалению, он компанию закрыл, и когда я открыл свою первую компанию, буквально там через год поехал в Америку со своими этими клиентами. У меня было 3 стереотипа, которые тут же поломались. Значит, стереотип номер 1, что здесь идеальные дороги. Стереотип номер 2, что здесь хреновая еда. И стереотип номер 3, что здесь люди чек-чеку волк. Все оказалось диаметрально противоположно. Хреновых дорог полно, еды хорошей полно, отличных людей полно. Компания раскочегарилась, все тоже было хорошо, но желание уехать осталось. Мы в 2009-м попробовали поехать в Испанию. Я к ней прилетал, улетал, и я вот Испанию к себе примерял. Вот хочу здесь жить, не хочу. Там прикольно, но нет в плане бизнеса, в плане каких-то таких вот движников технологических вообще ничего нету. В 2011 мне пришлось закрыть компанию в Киеве окончательно, потому что там стало нереально делать бизнес. Уехал искать деньги, потому что у меня был проект, в который я вложил 3,3 миллиона долларов. Мы находимся в Cisco, приехали к Валерии, которая работает здесь уже несколько лет. Наша задача сегодня вместе с ней поучаствовать, значит, в воркшопе Design Thinking сессии для того, чтобы понять, как это все работает. Валерия занимается тем, что помогает клиентам Cisco осознать проблемы, которые есть у них в бизнесе, и помогает им вместе с командой Cisco придумать для их бизнесов решения, которые эти клиенты потом покупают. В том числе она помогает командам, которые здесь в Cisco работают, осознать, какие главные проблемы сегодня перед ними стоят, соответственно, делать планы, делать стратегию, и она путешествует по всей стране, по Америке, для того, чтобы помогать разным командам в разных уголках США, да, для того, чтобы они более глубоко понимали вообще, чем они занимаются, и могли планировать. Давайте вместе с нами сейчас посмотрим, как это происходит. Креативнее не было еще, да? Чувствительные, может быть, это с эмоциональными? Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Лера, Валерия, как удобно. Мы будем говорить о Cisco Design Thinking сегодня. Я являюсь программ-менеджер в одной из таких подразделений компании Cisco, которая фокусируется, занимается это security business. То, чем занимается моя организация, мы развиваем продукты в области security. Окей, мы начнем с того, что я скажу вам буквально пару слов о компании. Если вы не знаете, да, она была основана в Сан-Франциско в 1984 году. Была основана 2 computer scientists и начиналась как компания, которая занималась Local Area Networks, LAN. Постепенно бизнес развился согласно данным за 2018 год, not a fiscal year, да, который закончился last summer. У меня нет данных просто еще за этот год, что этот год только вот закончился у нас в августе месяце. Около 50 billions, да, миллиардов долларов в revenue компания имеет.
Огромное количество сотрудников, которые работают, около 75 тысяч. Это full-time employees, которые employees непосредственно Cisco компании. И плюс еще около 50 тысяч контрактников. И то, что мы видим очень часто происходит, это нам очень тяжело найти alignment какой-то в плане решений, какое решение принять, потому что у разных команд будут разные свои какие-то приоритеты, у каждой команды будет какое-то свое видение на проблему, на задачу, на то, как нужно ее решать, на то, как мы вообще эту задачу понимаем, да. Поэтому решение принимать часто очень сложно. И коммуникация очень сложна, да, опять-таки в силу размера компании очень сложно вот договориться о чем-то, да, и принять решение, и понять, окей, что мы делаем дальше. Сегодня я стал самый первый, мы тут убираем все, что есть на столе, вот этот шкаф. Сегодня здесь так вот было влажненько. И я говорю тихо, потому что у меня там в доме все спят, в палатке ребята спят. Вот, и мы сейчас решили сдернуться, ехать в другое место. Дело в том, что сегодня здесь будет дождь. Через пару часов будет дождь. Я сейчас пойду сделаю йогу. Мы завтракаем, собираемся и едем дальше. Так, у нас очередной апдейт. Мы сегодня снялись с якоря, с кемпинга на самом севере Калифорнии. Дело в том, что посмотрели по погоде, и прогноз говорит, что сегодня после обеда там будет дождь. Мы дождь не очень любим, вот, есть очень много интересных других мест без дождя, поэтому решили поехать куда-нибудь в другое место. И сегодня будем ночевать рядом с Сакраменто в каком-то национальном парке. Едем как раз тоже через один из парков, называется, по-моему, парк Шести рек, национальный парк, тоже федеральный. И вот здесь ремонтируют дорогу, остановились, и вот решил вам сделать вот этот апдейт, рассказать, что вообще происходит. Так что сейчас мы прям с вами попадем в совершенно другой кемпинг и посмотрим, как там все устроено. По дороге на наш кемпинг около Сакрамента мы парканулись, чтобы немножко перекусить. И как раз когда я парковал машину, видел полицейских здесь с пистолетами, все вооруженные, даже, может быть, какие-то военные. Вот. И я не понял сначала, почему. И вот сейчас я тут вижу, что они тут делают. Вот этот фургон с коноплей, ребят. Запах, самая настоящая трава. Вот так вот она выглядит. И, видимо, здесь задержали какую-то партию нелегальной травы. В Калифорнии трава легализована, но, как я понял, раз она прицеплена к полицейской машине, видимо, что-то пошло у фермеров, садоводов не так, и траву у них все-таки изъяли. Такие дела. Интересно, здесь такой быт. Мы сейчас в самой глубинке, маленький городок, везде горы. До ближайшего города часа там 3, такого большого, 4. Поэтому здесь, конечно, люди делают и позволяют себе делать немножко больше, чем везде. Сюда прилетел, друзья вписали к другим друзьям. У меня было тогда 87 встреч с разными инвесторами, фондами. Все улыбались, все в разной степени вежливости показали дулю. Пока я не встретил одного нашего, который, и он говорит: слушай, приезжай. Нас просто познакомили по телефону. Он говорит: приезжай, я тебя послушаю, я тебе что-то скажу. Но он уже, я понимаю, что он уже знал, что мне скажет. То есть, как бы, послушать — это просто акт вежливости, а он должен был мне просто открыть глаза на правду. И он сказал очень правильную вещь. Мы с ним пошли в Cisco, там, в столовку купили. То есть это не ресторан какой-то, знаешь. Все обыденно. У него обеденный перерыв, он начальник отдела, то есть его компания, которую Cisco купила, он начальник отдела. Человек, который там продал эту компанию за несколько десятков миллионов, сели, рассказывай. Я ему рассказываю о своем проекте, он такой: слушай, говорит: смотри, я сейчас тебе хочу что-то сказать, только ты не обижайся, пожалуйста. Вот пойми меня правильно, ты папуас. Вот пока ты не поймешь, что ты папуас, ты будешь тыкаться в одно и то же. Возможно, очень талантливый папуас, очень талантливый, такой умный, замечательный. Но ты приехал Из лука, короче, ты 10 из 10 белочек стреляешь, только тебя это здесь не спасет. Да, абсолютно. Ты приехал с другой
планеты или там с Папуа-Новой Гвинеи. Тебя никто здесь не знает, и ты не понимаешь, как работают здесь правила. Вот пока ты не поймешь это, ты будешь стучаться в двери, тебя будут впускать и выпускать, но результата не будет. Как бы ничего не будет. Тебе нужно сначала понять, как здесь все работает. И после этого я понял, что не надо пытаться сейчас поднять деньги, нужно понять, как здесь работает. И я тогда остановился со своими этими встречами с инвесторами, начал искать. Да, но надо же на что-то жить, плюс у меня же проект, он меня не отпускает, надо как-то с этим всем работать. Я начал искать альтернативные методы финансирования и открыл для себя краудфандинг. Это был 2011 год. Это было то, за что я зацепился. Мне пришлось опять вернуться в Киев, но вот как бы у меня появилась надежда, у меня появился новый план. Design Thinking – это способ, с помощью которого команды находят проблемы, и после этого с помощью этого же способа они вместе придумывают решения. Для того, чтобы найти проблемы и придумать для них решения, часто собираются команды из разных, получается, департаментов корпораций, приглашаются клиенты, и вместе проводится такой мозговой штурм по специальной техники, да, для того, чтобы правильно осознать. Ключевая фишка этого способа в том, чтобы говорили не те, кто громче всех может это делать, да, то есть высказывался каждый. Для этого они используют стикеры, маркеры и такие простые способы, да, для того, чтобы каждый мог высказаться в письменной форме. И когда ты пишешь что-то маркером на стикере, соответственно, у тебя нету много места для того, чтобы что-то написать, и тебе приходится формулировать более четко, ну, вот, ту проблему или то решение, которое ты вот сейчас вот придумал, осознал. После этого каждый высказывает, что он имел в виду, задается вопросы, уточнения, и, соответственно, придумывается что-то новое, что потом планируется, да, то есть и делается корпорацией. На самом деле здесь в долине очень важно правильно спланировать то, куда мы идем, как мы это будем делать, потому что от этого зависит вообще успех нашей организации. 2,5 где-то года назад мы собрали 35 дизайнеров, design thinkers, очень опытных senior designers из абсолютно разных организаций в Cisco. И вместе с ними мы подумали, окей, как нам развить эту программу, да, как нам это make it live. И начали с того, что мы создали Cisco Design Thinking Framework, которая состоит из таких трех фаз. Да. Первая фаза называется Discover the Opportunity. И вот это Discover the Opportunity — это о том, чтобы построить эмпатию со своими юзерами. Да. То есть это чтобы понять, как выглядит на сегодня тот experience, через который юзер проходит, как себя поставить, по-английски мы говорим get into the shoes of the user, да, то есть стать на его сторону и понять, что реально он чувствует, что он думает, как выглядит его опыт, как выглядит его interactions with whatever we need to learn about, right? То есть что он делает. Когда мы построили эмпатию и начали понимать вот этот problem, этот opportunity space, тогда внутри этого opportunity space мы смотрим, окей, какие проблемы там могут существовать, да? А третье — это уже решение, да? То есть мы исследуем, какие решения могут существовать. Есть задача, например, ты хочешь заработать $1 миллион в год, например, да, там. Ты приходишь к своим дизайнерам и говоришь, вот у меня проблема, хочу $1 миллион. Давайте вместе думать, как мы это будем решать. И вы вместе во время дизайн-сессии накидываете идеи, как вы это будете. Если ты, например, шьешь одежду, к примеру, да, там, вы думаете, а какие мы должны запустить в этом году линии одежды, чтобы они в итоге продались на $1 миллион. А давайте пригласим к нам клиентов, и вместе в нашу дизайн-thinking сессию, и у них спросим, за что бы они готовы были платить. Ты целевую аудиторию приглашаешь дизайнеров, сам участвуешь, и у вас задача заработать, ну как бы, сделать план, чтобы заработать $1 миллион. Потом вы определяете, ага, вот в ходе вот этой сессии вы сначала что делаете? Сначала вы там ищете, какие у вас есть возможности, потом вы что делаете? Здесь вы, получается, определяете проблемы, которые у вас сейчас есть, и здесь вы уже исследуете возможности, да, которые у вас появились, да, там, и, соответственно, принимаете решения, и вместе с клиентами уже утверждаете, да, что будем мы делать вообще, какие вот мы будем решения, то есть какие именно мы будем делать, например, там, ну не знаю, линии одежды, к примеру, да, там. Таким образом была придумана первая в мире мышь компьютерная, например, таким способом. Вот так же по этим этапам, 1, 2, 3, 4. Таким способом был придуман первый в мире ноутбук. Вот, ну, не было ноутбуков, раньше была вот такая коробка и монитор, или там
внутри там большая коробка с монитором и со всеми материнской платой. И вот люди сидели вот так, думали и придумали ноутбук. И благодаря этому есть как раз компания Ideal, которая находится в Сан-Франциско, о которой сейчас Валерия говорила. И на самом деле придумано огромное количество вещей, о которых вы даже там, как бы и не думали, что это делали. Ideal именно придумывал, да, там. Организация, например, как работает организация, способы взаимодействия в командах там и так далее, было тоже придумано с помощью Design Thinking, тоже в том числе Ideal этим занимается. Ну, чтобы понимание было, да, то есть я... Вот так вот красотки настоящие танцуют на кемпинге. Рейв-вечеринка от Алины Гафаровой. Слушайте, ребят, мы поняли, что мы влюбились вот в такой вид отдыха. Мы будем теперь практиковать, и мы уже поняли, у нас уже есть бизнес-план, как в скором времени такая штука будет и у нас тоже. Вот, и пошлите, давайте вместе со мной прогуляемся, сейчас немножко посмотрим, куда же можно здесь приехать. Дело в том, что в Калифорнии огромное количество очень крутых мест. Вы видели уже, наверное, в предыдущих наших выпусках. И реально, если у тебя есть вот такой дом на колесах, ты можешь ночевать в самых непредсказуемых для тебя местах, просыпаться и видеть вот такие вот штуки. Смотрите, просто ты выходишь, чувствуешь этот запах с океана, Тихий океан, и вот видишь вот это. Там вот только сейчас начался вот этот туман отходить. Было очень облачно утром. И вот это все начало сейчас отходить. И мы только видим сейчас на самом деле, что происходит вокруг нас. Потому что до этого все было просто в тумане. И мы проснулись просто в тумане. И приехали мы сюда ночью, тоже мы были в тумане, ребят. Офигеть, где мы вообще просто. Калифорния одно из самых шикарных мест на Земле. Я не так много где был. 20-30 стран, не помню точно сколько. Но то, что я видел в Калифорнии, я не видел нигде. И их парки — это просто что-то. И не то, чтобы мы приехали в какое-то там супер там уникальное место в Калифорнии, но просто в одном из парков, ребят, просто в одном из. Это кто наш, как старший брат, да, у нас? Да. Видели? Нет, там, ребят, расскажи про их дом. Мы там к ним в гости заходили. Что там видела, Заря? Видели собачку, которая вырубает. Кто там еще был? Там бабушка с дедушкой, да, были? Да. Там были у них диван, большой унитаз. Не то, что у нас маленький, да, такой? Да. Давай, показывай, что там у тебя. В нашем доме у нас есть стол, который превращается в кровать. Ага. Как в настоящем доме Барби. Да. У нас есть холодильник, ящик. У нас тут еще, тут вилки, всякие трубочки. Угу. Еще что? Здесь у нас раковина закрыта. Но мы ей не пользуемся, да, чтобы воду потом не выливать. Еще у нас есть Микроволновка. еще у нас зачетная. Тут у нас есть еще такая вот штука, шторка, да? Чтобы закрываться, да, можно было? Чтобы ночью можно было, хоп, там кто-то спит, и чтобы никто никому не мешал. Сейчас, подожди, Зарина, я помогу. Оп, вот так вот затянули. Вот штучками такими обидными. И все. И здесь кто-то будет спать у нас, да? Показывай, рассказывай. О, здесь туалет. Здесь душ, и он дается прямо сюда и вот сюда. И туш, и туалет сразу, да? Дальше у нас здесь кровать. Кровать, ага. Там у нас окошко, да? И телевизор. И телевизор у нас есть, который мы ни разу не включали, потому что у нас нет электричества. Да? Помните, что у нас продолжается розыгрыш поездки сюда, в Кремниевую долину, в нашу программу. Для того, чтобы принять в нем участие, под этим видео изучать обязательные условия. Обязательные условия нужно подписаться и под одним из видео написать комментарий. И поэтому как раз комментарий, который вы там перейдете и напишите, мы выберем победителя, генератора случайных чисел. Погнали. Когда я вернулся в июне 2011 и я, знаешь, так сразу понял, что то, в чем я жил здесь, стало для меня ближе, чем то окружение, в которое я вернулся. То есть здесь немножко вообще другой уровень и в плане бизнеса, в плане общения, в плане контактов, возможностей, в плане той информации, которую ты получаешь. Когда ты видишь вот этот менталитет людей, да, выходные — это family time. Дела закончили, все. Выходные — это святое. Ну и ты же знаешь, да, как здесь всегда на выходные все что-то стараются спланировать. Да. Куда мы едем на эти выходные? В этот раз туда, потом туда, потом туда. Никто не сидит ни с какими тетрадками. Люди стараются не заниматься там особо домашними какими-то делами. Я вон газон все вчера должны постриг. быть out.
все должны где-то провести время, отдохнуть. Опять-таки, вот возвращаясь к тому, что отличие от того, как там и здесь. Наверное, там для людей это тоже важно. Просто все Этого держат нету. себе в голове. Ты это не экспресс никак, да? Ты это не активно никак не выражаешь. Когда я начинаю работать с новым клиентом, я вот там, у нас первая встреча официальная, там, час мы общаемся, сразу объясняю правила, как мы будем работать. Я говорю, так, если что-то срочное, вы, конечно, можете звонить, если там реально срочно, когда угодно, но мы должны встречу назначать за сутки до, и что-то меняется, пожалуйста, заранее, не только потому, что разница во времени, но у меня какие-то планы выстроены, у меня там расписание. И на выходные я не работаю. И многие такие, а почему? Нам удобно. В выходные у меня family time, извините. То есть у нас есть с понедельника по пятницу время. Очень для многих это такое, знаешь, не то, что там шокирующее, но там болезненно неудобное. Как это на выходные? Мы же как раз вот на выходные мы не будем той работой заниматься, а будем с тобой заниматься. Говорю, ребята, это моя работа. С понедельника по пятницу, пожалуйста. На выходных только если что-то вот, кто-то умирает. No ties, no price, no needs, you're free. Мы делаем апдейт, мы едем сейчас с вами в какой-то парк, сейчас Алина расскажет, она у нас парковед. Она забыла свою, кепку краеведа, да, с Мишкой. Рассказывай, куда мы едем. Redwoods National Park. Ты так загадочно ты говоришь, давай, расскажи нам больше. Мы будем смотреть на гигантские деревья. Слева, вот вы видите, обратите внимание, слева. Слева океан. Нет, вот заливчик такой небольшой, видишь? Тут коса на самом деле проходит. Ага. Такие Мы, короче, находимся сейчас прямо на границе Орегона штата и штата Калифорния. Вот, мы всю эту дорогу ехали на самом деле наверх. Тут вообще дорога красивейшая, конечно, да? Я думал, я уже видел много, но оказывается не все. Итак, ребят, очередной апдейт. У нас тут следующая ситуация. Мы приехали, должны были ехать вот сюда. Но оказалось то, что мы перед тем, как проехать сюда, должны были получить разрешение внизу в визитор-центре. И нам бы тогда сказали пароль от этого кодового замка. Но так как мы его не знаем, пароль от этого кодового замка, мы просто возвращаемся обратно. Вот об этом здесь вот так вот рассказано. Ну что, как тебе? Поделись впечатлением, чем того, что ты сегодня увидел, Жень? Именно сегодняшний день очень важен. Что ты сегодня понял? Америка великая страна. Ты это понял здесь? Вырежи, мне потом пришли, ладно? В лесу Калифорнии ты это понял, да? А? Да. Да? Вот так вот, Женя. Поменял свои взгляды. Жена уже говорит даже. Вырежи и пришли. Что, не хочет, да, в это верить он до сих пор? Ну, он никогда так не считал. Да? Как же здесь красиво. Все пописали, Все пописали, покакали, поехали. Интересную такую как бы мини-лекцию я послушала о том, как рождаются инновационные идеи. Одна из таких как бы теорий, да. Когда тебе говорят, окей, вот задача, да, придумай, как бы ты эту задачу решал, да, вот там просто brainstorm, просто вот подряд. Ты начинаешь какие-то идеи придумывать, ты пишешь там или рисуешь, потом в какой-то момент проходит, ты так, все, по-моему, у меня больше, ничего уже больше не придумывается. Наверное, это that's it, все. Но тебе дали там 10 минут времени, да, ты там 3 минуты побрейнстормил, ты понял, окей, что-то я больше уже ничего не могу придумать. У тебя такая пауза наступает, тишина. Ну, блин, время еще есть, окей, надо еще думать. Тут начинается вторая волна. Вот когда обычно вот эта первая волна, это то, что всем приходит в голову. А после паузы, когда начинается вторая волна, вот это тот момент, когда начинают какие-то другие вещи приходить в голову, которые тебе до этого то есть это были not твои first ideas. То есть это тот момент, когда вот появляются действительно какие-то необычные и другие идеи, чем те, которые появляются вот в эту первую волну. So, о чем мы говорим, это то, что мы все дизайнеры, да, потому что, опять-таки, это еще одна misconception о том, что дизайн — это не о том, как вещи выглядят, а о том, как вещи работают. Стив Джобс. So, вот здесь вот как раз очень видно хорошо, что design thinking, он стоит вот на таком пересечении, да, бизнес, технологии, human. И вот что мы очень часто видим, это то, что
команда или компании могут быть очень сильны в технологии, да, мы очень сильны в бизнесе, там, в MBA и все прочее, как бы имеем кучу опыта, но вот этот human part, мы очень часто, как бы, мы не придаем ему значения, мы забываем, мы не думаем о том, что это важно, мы берем бизнес и технологию вместе, мы принимаем решения, мы делаем solution, мы выдаем, а потом humans нам говорят, ну, сами этим и пользуйтесь теперь, как бы, пожалуйста. Пример того, как, когда планируется город, почему-то наши city planners думают, что вот это лучший способ для нас вообще передвижения по парку, да, но как бы юзеры говорят, fuck your decision, у нас вот, для нас вот это лучше всего. Рассказывай, куда мы приехали? Рассказывай. Приехали, где большие деревья. Где большие деревья? Давай, беги вперед. Собаки нельзя вести. Смотри, мы с тобой над дорогой. Красиво. Как ты танцевала, сейчас покажи. Давай. Давай. Давай, послушай меня, послушай. Нет. Давай, послушай меня музыку немножко. Смотри, какое тоненькое дерево было. Зарь, я устал. Нет? Я честно устал. Нет. Догоняй. Догнал. Оп. Ребят, нормально нет вообще такое вот дерево? Такие вот деревья. Нормально нет такое вообще бывает? Вот таким деревьям, как вот это, им 1000 лет уже, ребят. Когда вы решили, что все, короче, мы ставим дедлайн и собираем чемодан и едем? Было все достаточно просто. В какой-то момент, окей, все, мы уезжаем. Я говорю, what do you mean мы уезжаем? Все, that's it. Мы пакуемся и уезжаем. Первый раз это было, когда я была беременна, 4-й ребенок, сказала, нет, пока я беременная, мы никуда не уезжаем. Те, кто ребят сейчас смотрят это видео, представляете, нет? 4 детей, уже много жизненного опыта, и решили все вот так взять и поменять. Как вам вообще такое? Напишите в комментариях, нам очень важно понимать, насколько вот вы вот, ну, и вам вообще интересно слушать такие истории. Мы поэтому сюда приехали. Пишите в комментариях. Мне было 42, мне было, соответственно, 36, да? Да. 36. Все, просто мы уезжаем, that's it, больше так не может быть. 42 и 36. Очень часто мне в Инстаграме и на Ютубе тоже пишут, типа, а когда переезжать, поздно ли, не поздно ли, там и так далее. Он действительно сидел и ждал. Я был фул. Мы родили. Ну, сейчас, секундочку. Окей, ты готов? Подожди, пусть хоть чуть-чуть, дай пусть хоть чуть-чуть подрастет. Да, у нас у дочки 12 июня день рождения, а мы улетели 13-го. Через год. Через год 13-го, по-моему. Не-не, 18-го мы улетели на в твой мой день рождения. да. Ровно Буквально год ребенку был, когда мы улетели. Год дождались, первый раз. отпраздновали ее день рождения и в мой праздник. Значит, просто я такой человек, знаешь, там, ты решил нырять. Ты решил что-то делать, давай, делай. Ну чего ты это ходить и там, стоит, не стоит, стоит, не стоит. У меня просто клиент когда-то был, он достаточно богатый дядька, у него было состояние 3 миллиарда. Он мне очень мудрых вещей сказал. Он говорит, ты такой бедный, потому что такой умный. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, у дурака есть цель. Он идет и делает, а препятствия уже там по ходу дела, подкопы, обходы. А умный встанет, так начнет считать, сколько там ему, и говорит, даже этот первый шаг не сделал. Июнь месяц. Я говорю, ну вот годик все, как бы нормально, ну окей. То есть я еще уламывал, давай мы квартиру сразу продадим, давай то, давай все. Нет, давай мы сначала поедем попробуем. Да, у меня на самом деле был очень большой страх, наверное, опять-таки из-за того, что как бы я мама, да, я женщина, там, мне нужно, чтобы очаг был, чтобы все было там детям обеспечено, чтобы я знала, что будет происходить завтра. О чем ты говоришь? Мы сейчас все бросим, все, дети в школу ходят, как они учиться будут, где они будут учиться, а чем мы будем там заниматься, как мы вообще выживать будем? Вы первая попытка, приехали, Да. Нью-Хэмпшир, Бостон, стартап-экосистема. Я каждый день 70 миль из Concord, Нью-Хэмпшир в Кембридж. В 4 утра встаешь, в 5 утра ты уже там. То есть мы с Шурином, Шурин американец, и вот он в Бостоне работает программистом, фронтенд программистом, мы с ним вместе. И вот этот Prius сегодня я веду, завтра ты ведешь, так чтобы до пробок. В 4 утра уже везде там трафик, в 5 утра на Бостон уже машины стоят.
И мы там сворачиваем, он меня забрасывает в коворкинг, и я в этом коворкинге с 5 утра и в 7 вечера он едет назад. А я пыталась понять, да, как все работает, как школы, как что, как с вообще детьми, как быт здесь с родителями, происходит, да. как налаживать, как настраивать. Ну, мы прожили полгода, и 18 или 19 декабря 19-го. мы вернулись домой, потому Но у что нас уже был план. заканчивался как бы у нас срок, нам надо было вернуться, чтобы не нарушать никакие режимы. И мы когда вернулись, в принципе, собирались когда возвращаться, когда вернулись, Женя сказала, так, все, that's it. То есть мы Бостон, я продаем всё то, что понял. осталось, и у меня наступает очередной шок, но это уже, знаешь, более сильный шок, потому что ты понимаешь, что дороги назад нету, и больше никакой safe zone сзади за собой ты оставлять не можешь, и в этом нету никакого смысла, потому что ты больше не принадлежишь этому месту. Перед тем, как уезжать в аэропорт, мы там вот продали все, там к родителям на несколько дней переехали. Она настолько боялась, что она вот в эту ночь сказала, все, лети сам, все, оставь меня здесь, я боюсь. Я не могу, она просто уперлась. В 3 часа приехала за нами минибус, и как бы нас 6 чемоданов, коляска и автокресло. До сих пор в машине. Все, что мы То привезли. же самое, да. Мы сели в минибус, попрощались с моими родителями. Это последний раз, когда я отца видел вживую, к сожалению. И как бы заснеженная дорога, и в темноту мы уезжаем, родители там машут, приезжаем в аэропорт, куча людей в камуфляже. Все, знаешь, там все что-то ждут, а я еще говорю, только бы не отменили эти рейсы, потому что не знаю, что они там будут делать. И у меня, знаешь, только, знаешь, как ты улетаешь, а сейчас здесь взрыв будет. И рейсы не отменили, потому что там как раз ночью в новостях захваты. Мы там друзьям в Севастополь звоним, что у вас там происходит. Они говорят, у нас нормально происходит, у нас как раз наконец-то то, что надо, происходит. Такой, окей. И вот мы приехали в аэропорт, вроде рейс не отменяют, мы это все сдали. Я на этих людей так смотрю, но я такой, так, в самолет сяду, уже все, меня тоже не касается. Посадили нас в самолет, начали в рулить, такой. Когда он взлетел, как раз начинался... Нет, еще рассвета не начиналось, но знаешь, когда он взлетает, и видишь, там на горизонте уже там где-то светает, и меня тут успели. Такой, знаешь, так. Это было 4 марта 2014 года. Добрались до места, здесь поровнее немножко. Поспокойнее, гор нету, океана нету, но самое главное, здесь сухо, дождя нет и очень тепло. Вот так вот выглядит наш кемп. Тут у нас есть такие штучки, на которые мы будем ставить крепление нашего домика. Вон они там. Вот эти штуки. Я вот смотрю, там у вас кто-то рисованием занимается. А это наша Да, Ника. это дети Они там любят там друг другу. какие-то себе писать слоганы, там что-то разрисовывать. Ну вот это получается. Это комната Егора, Там спальня одна. это верхний холл, и там все спальни на ту сторону просто идут. Ну и одна гостевая вот комната выглядит внизу. американская мечта. Так что, если вы когда-то мечтали о том, чтобы жить в другом месте, в своем доме, это все тоже возможно. Даже если вам 37 и 42, как показывает Уже практика 42 Валерия. и Меня 48. 48, О боже, Женя, unbelievable. Так что, ребята, давайте поздравим ребят с тем, что они реально идут к своей мечте. Они еще не дошли, это только начало. Ты знаешь, я вот Алине только недавно сказала, несмотря на то, что мы уже 5,5 лет здесь, да, вот она писала о том, что вау, мы год тут как бы, да. Я ей сказала, что ты знаешь, у меня такое ощущение до сих пор, что мы вот просто scratch the surface, знаешь, вот мы только-только начали Папа Никиной. пристраиваться, как бы, да, понимать, что мы начинаем быть частью этой культуры, мы начинаем привыкать к тому, как здесь вещи происходят, как здесь все работает. Итак, ребят, вот так вот выглядит домик ночью, когда есть электричество. Мне нравится. Мы с Алиной такой тоже берем. Совсем скоро, я думаю. На этом выпуске я закончу. Прямо здесь ставлю точку. Пишите комментарии. По традиции я дарю книгу за лучший комментарий. Ставьте нам лайки. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И до встречи в Америке.